It's me again! Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Easy Russian, где камера вечно разряжается, как только я начинаю снимать видео. Алло, камера, я тебя только что зарядила. Эй, ты чё? Ну давай, вставай. Но прежде чем начать свое видео, я хотела бы поблагодарить моего подписчика, моего спонсора Карла Ситерио, который приобрел Gold Level спонсорской поддержки на моем канале. Спасибо тебе большое, Карла. Хочу вам напомнить, что благодаря спонсорским подпискам я могу чаще выкладывать видео, я могу делать их более креативными, я могу больше общаться с вами, потому что за определенный вид подписок вы получаете множество интересных бонусов, о которых вы можете прочитать, если кликните на кнопку Join рядом с названием моего канала. Сегодня 14 февраля. Я надеюсь, что я успею загрузить видео на свой канал. Если нет, если сегодня 15 или 16, то, пожалуйста, не обижайтесь, так получилось, у меня не было времени загрузить видео 14 числа. Я предлагаю вам сейчас заварить себе вкусный чай, взять какую-нибудь печеньку или пироженку и посидеть вместе со мной, поболтать. Потому что я бы хотела в этом видео рассказать немножко о себе. Я знаю, что подписчикам очень нравится, когда блогер рассказывает что-то интересненькое из своей жизни, поэтому почему бы и не рассказать, подумала я. Когда я выложила у себя в инстаграме, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, MaryZRussian, когда я выложила у себя в инстаграме пост о том, что когда-то давно я была очень много раз в полном одиночестве на 14 февраля, мне мало кто поверил. И, знаете, это очень интересный факт из моей жизни. И это на самом деле очень странно, потому что я много раз оставалась одна на 14 февраля. И не только на 14, на 8 марта еще, на день рождения. То есть у меня не было любимого человека. Да, это может звучать немножко странно. Вы можете удивиться, может быть, я какая-то не такая, но я не знаю, может быть, это и правда. Но судя по вашим комментариям, многие парни считают меня красивой. И в этом большая проблема, ребят. Что если мужчины считают девушку красивой, то они думают, что эта девушка уже с кем-то, понимаете? И когда, например, я училась в университете, у всех моих подружек, у всех моих соседок по общежитию были парни. А у кого не было парня? Да, похлопаем в ладоши, у меня не было парня. Самое смешное, что никто из моего окружения не догадывался, что у меня нет любимого человека. Настолько это казалось очевидным, что у меня есть парень, что никто даже не мог подумать, что у меня его нет. Когда я разговаривала с своими знакомыми парнями и спрашивала их, почему они, например, боятся знакомиться на улице с девушками, почему они боятся как-то, знаете, проявить интерес к девушке. Они мне рассказывали, что зачастую им просто страшно подойти к красивой девушке и спросить у нее номер телефона. Потому что, во-первых, они боятся, что она пошлет их куда подальше, в пешее эротическое. Во-вторых, они думают, что у этой девушки есть парень, и не дай бог он еще их побьет за то, что ты подошел к этой девушке, спросила номер телефона, и тут ее парень такой вырисовался, знаете, такой качок, такой, ты че, не мою девушку, вот. И они боятся, что их поколотит этот парень этой красивой девушки. И третье, они просто думают, что, ну, они недостаточно хороши для этой девушки. И это реально проблема всех девчонок, которых общество считает красивыми. Я понимаю, что сейчас в комментариях на меня набросятся, скажут, что какая-то красивая, ты вообще урод. И, господи, посмотри на себя, какая, возомнила себя красавицей. Ребят, я все это знаю, но если вы проанализируете сухую статистику на моем канале, вы увидите, что комментариев, где мне пишут о том, что я красивая, их намного больше, чем комментариев, в которых мне пишут, что я невероятная уродина. И, собственно, к чему я это все веду? А веду это все к тому, что, мальчики, не бойтесь знакомиться с красивыми девушками. Вообще, в целом, я замечаю такую тенденцию, что люди начали очень много думать в целом
Например, «Господи, что будет, если я подсяду к этой девушке?» Или «О боже, что будет, если я куплю этот шампунь?» «Боже, что будет, если я куплю неорганическую индейку?» Я сейчас вспоминаю рассказы моей мамы и рассказы там других моих родственников о том, как раньше было проще жить. Как люди относились спокойно друг к другу. Они поддерживали друг друга, старались как-то помочь. И тогда не было такой злости между людьми. И когда люди заходят в интернет и видят столько негатива в свою сторону из-за, возможно, какой-то совершенно безобидной мысли, которую человек высказал, когда тот же мужчина выйдет на улицу, он испугается просто подходить к девушке и знакомиться с ней. Ведь никто не гарантирует ему, что этот злобный комментарий ему написала не эта девушка, а какая-то другая. Люди начинают разочаровываться в социуме, разочаровываться в людях, и в итоге остаются полностью одинокими. Да, у нас есть интернет, да, у нас есть телефон, но когда мы убираем свой телефон, мы убираем его в сторону, то наша жизнь заканчивается. Самое страшное, что и люди, с которыми я раньше общалась вживую, теперь предпочитают общение через телефон. Им не нужно встречаться, им не нужно никуда ехать, не нужно ничего спрашивать. Теперь ты взял Google, загуглил, задал там вопрос и получил ответ моментально. Не нужно ни с кем для этого разговаривать, не нужно никуда ехать, не нужно видеть человека перед собой, чтобы узнать ответ на интересующий тебя вопрос. Это вытекает еще одна проблема. Это всяческие приложения для знакомств. Это приложения вроде Тиндера, Гриндера, там, как они только не называются. Но суть та же, что те люди, которые пишут негативные комментарии, те люди, которые являются токсичными по природе своей, они могут переходить в другие приложения и доставать там обычных людей, нормальных людей, кто не считает нужным облить говном другого человека. Поэтому на сайтах знакомств так много неадекватных людей. Если вы посмотрите на YouTube видео девушек, которые ходят на свидания с такими неадекватами, то у вас волосы на голове зашевелятся. Вот такая нормальная девушка, одинокая, придет на сайт знакомств, ей напишут там 5, 10, 15 неадекватных людей, она сходит там с 2, с 3 на свидание, а потом она просто закроет это приложение и уйдет с этого сайта знакомств, потому что это ужас. Многие мои подруги, кто ищет себе любовь на сайте знакомств, уже отчаялись кого-либо найти там, потому что пишут одни ненормальные люди. Либо какие-то извращенцы, либо маньяки, либо просто люди с психическими отклонениями. Действительно нормальных парней, которые увлечены своим делом, которые хотят найти любовь, которые хотят построить семью. Мне кажется, таких парней на сайтах знакомств можно сосчитать по пальцам. И то, если такой парень напишет нормальной девушке, то она, возможно, не примет его сообщение всерьез, потому что до этого ей писала 100 неадекватных людей, и она уже разочаровалась. Она уже не хочет ни с кем встречаться, и шанс потерян. Наверное, спросите меня, в чем была моя проблема, почему мне было сложно найти любимого человека? Я вам отвечу, потому что для меня на тот момент было очень важно найти человека, который бы мог поддержать любую тему, на которую я хочу с ним поговорить. Мне было очень важно в парне, чтобы у него было хорошее чувство юмора, чтобы ему было интересно то, чем интересуюсь я, иначе о чем мы с ним будем разговаривать. Конечно, самым главным аспектом это была любовь. Если ты не любишь человека, тебе не захочется ни разговаривать с ним, не шутить с ним, каким бы он идеальным собеседником ни был, вы не будете с ним. Если в вашем сердце пустота, зачем обманывать человека? Я никогда не понимала подруг, которые встречались с парнями просто потому, что им было удобно, потому что у них был, ну, как бы так сказать, кошелек, который мог за них платить. У них был чувак, с которым можно было сходить в кино. Их, в принципе, все устраивало. Но мне было больно смотреть на тех парней, которые надеялись на их любовь, которые смотрели на
этих девушек влюбленными глазами, но в ответ они не получали ничего. Такие девушки на самом деле не задумываются, что в будущем это может сыграть с ними злую шутку, когда они влюбятся в парня, но парень не будет любить их. Поэтому, ребят, если вы не любите человека, но продолжаете быть с ним, это нечестно, не надо так делать. Это видео опять, наверное, наберет 1002 просмотров, но я очень рада, что сегодня мы с вами немножко пооткровенничали, посидели с вами в уютной обстановке. Мне, кстати, нравятся вот эти вот стены. Очень жалко, что мы скоро съезжаем с этого дома. Мне будет не хватать этого натурального дерева вокруг. Всем огромное спасибо за просмотр. Не отчаивайтесь и не расстраивайтесь, если что-то в вашей жизни сейчас не так, как вы бы того хотели. Все обязательно наладится. Ну что, друзья, спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока-пока.